As it grew darker and colder, first the fog came, and then mountainous thunderheads. Through haze so thick that only the stars directly overhead were visible, he wove in and out among the clouds. He fought the storm, the fog, and the desire to sleep, doubting his ability. Странный маленький самолетик медленно полз над Атлантическим океаном из Нью-Йорка на восток. Переднее стекло кабины закрывали канистры с бензином. Чтобы посмотреть вперед, пилот открывал боковое стекло и выглядывал из окошка. Впрочем, выглядывал он редко, так как знал, что над всем простором океана нет ни одного другого аэроплана. Чарльз Линдберг родился в Детройте в семье выходца из Швеции и преподавательницы колледжа. Линдберг-старший был конгрессменом, пацифистом, протестовавшим против участия США в Первой мировой войне. Маленький Чарльз весьма сильно интересовался техникой. Сначала дело ограничивалось принадлежавшим семье автомобилем, а чуть позже и мотоциклом. Настоящая страсть Линдберга-младшего проснулась лишь в университете Висконсина, где он неистово увлекся летным делом. Для молодого человека та пора была смутным временем. Родители развелись, денег на учебу не было, да и со временем университет пришлось оставить, не закончив и второго курса. Однако желание летать было сильнее, и в 1922 году, оставив обучение в Мэдисоне, Чарльз зачисляется в летную школу штата Небраска, которую оканчивает в 1925 году. Проехав от штата Небраска до Монтаны, он успел поработать и механиком, и парашютистом, закончив эпопею на данном отрезке судьбы в воздушном цирке. Его выкрутасы с акробатическими прыжками с высоты полета самолета и хождением по крылу летательного средства заманивали толпы народа. Люди приезжали из соседних штатов, чтобы насладиться сорвиголовой по кличке Малыш Линдберг. Как позже он вспоминал, жизнь авиатора казалась мне идеальной. Она требовала определенного мастерства, но также и сулила приключения. Кругом были последние достижения науки. Инженеры-механики были прикованы к фабрикам и чертежным доскам, в то время как пилоты были свободны в небесных просторах. В самолете бывали моменты, когда мне казалось, что я избежал земной жизни и смотрю на землю как Бог. В 1919 году французский бизнесмен Раймонд Артейк предложил приз в размере $25 тысяч первой команде, которая совершит беспосадочный перелет между Нью-Йорком и Парижем. Узнав о призе, Линдберг начал планировать полет в Париж. Он обсудил свою идею с бизнесменами из Сент-Луиса и сторонниками авиации, которые объединили свои ресурсы, чтобы предоставить Линдбергу финансирование для покупки самолета, который мог бы совершить трансатлантический перелет. Самолет был разработан Дональдом А. Холлом и построен самолетостроительной компанией Ryan Airlines из Сан-Диего, Калифорния. Конструкция духа Сент-Луиса была основана на конструкции почтового самолета Ryan М2, построенного в 1926 году. Дух был спроектирован и построен в сотрудничестве с Линдбергом в 1927 году. Одномоторная конструкция самолета заставила многих усомниться в его способности пересечь бескрайнюю Атлантику. Все предыдущие попытки включали в себя многомоторные самолеты. Кроме того, вторые пилоты были основным элементом в 5632-километровом путешествии, но Линдберг намеревался лететь в одиночку. Линдберг оставил парашют и рацию своего снаряжения, решив добавить еще бензина. Газеты называли его летающим дураком. Его план полета был прост. Он должен был пересечь 3600 миль по большому кругу до Парижа без остановок, половина из которых должна была пройти над Атлантическим океаном. Линдберг с нетерпением ждал целую неделю, пока над Атлантикой бушевали весенние шторма. Внезапно погода улучшилась, и он завершил свои последние приготовления.
Он поспешил на Кертисфилд рано утром 20 мая 1927 года и отбуксировал дух Сент-Луиса к соседнему Рузвельтфилду, где бензобаки были заполнены до краев. Условия взлета были тяжелыми. Взлетно-посадочная полоса была мокрой от дождя. Но 20 мая 1027 года в 7:52 утра дух Сент-Луиса разогнался по взлетно-посадочной полосе в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, и взлетел в небо под наблюдением толпы из 500 человек. Линдберг пролетел над Кейп-Кодом в Новой Шотландии и с заходом солнца достиг океана. В ночном небе сгустился туман, и когда он попытался пройти сквозь облака, на его самолете образовался мокрый снег. Крошечная рыбацкая лодка послужила первым признаком того, что он достиг Европы, и через час он достиг суши. Он пролетел около 460 метров над Ирландией и Англией, а затем направился к Франции. Преодолев более 5800 километров за 33,5 часа, Линдберг благополучно приземлился в Париже. 100 тысяч человек толпились вокруг самолета, поднимая пилота на плечи и приветствуя его достижения. Газеты называли его «одиноким орлом» и «счастливчиком Линди». Вернувшись домой, Линдберг совершил турне по 92 городам с 49 штатов, превознося достоинство авиации перед обожающими ее толпами. Он получил медаль почета и креста за выдающиеся летные достижения от президента Келвина Кулиджа и продолжал служить Соединенным Штатам в качестве консультанта по авиации.